Всем привет, это Лунибой и очередной выпуск Battle Аналитики. Сегодня мы будем анализировать один из самых крутых баттлов Move Pro 2018 года Максон против Фабьен. Приступим. Максон начинает. Стартанул достаточно спокойно, но потом начал увеличивать энергетику, не дождавшись логического роста энергии в музыке. Возможно, это сыграет не в его пользу. Нужно было спокойнее начинать, видимо, он нервничает. Перешел на концепции тоже не совсем грамотно. Формируется ощущение того, как будто он идет рядом с треком, а не находится с головой в нем. Обычно в таком случае начинают спокойно, чтобы не раскрывать все свои карты, чтобы при росте трека ты мог, соответственно, ему ворваться и энергетически подавить противника. Вот тут вроде синхронизировался опять. Отличный концепт, между прочим. Здесь надо было начинать жестко разносить, что он и начал делать, но немного позже эффект уже не тот. Закончил прикольными концепциями, очень живо. Возможно, из-за того, что уже понимал, что скоро конец выхода, а он не показал максимально, на что способен, и начал вытягивать. Он прикольно, что начал включать актерское мастерство, если можно так это назвать, да, изображать эпилептика. В данном случае это очень зашло, и почаще бы так он включал вот эту вот тему. И в итоге довольно однообразная ритмика у него вышла, но есть интересные концепты. Но ощущение того, что рядом с музыкой при этом, а не в ней, и, к сожалению, не сумел полностью передать трек. Так, выход Фабьена. Бронежилет отдел думает спасет его в России. Вот неплохое начало, он уже начал играться с ритмикой и сразу включил образ гейнгста. Рановато начал наяривать, но очень круто перешел на футворк в начале квадрата и начал опять играться с ритмикой, что очень важно. И на протяжении всего выхода он в образе, и это нереально круто. А вот и минусы. База достаточно однообразная. Ниже грудной клетки руки не опускаются, корпус суховат, и в отличие от Максона, который работает корпусом достаточно активно. Образ, сок. Врыв! То, чего не хватило как раз-таки Максону. Энергетически он уже взял как бы ступень выше. И опять он возвращается в образ, что очень круто. И вот здесь он почувствовал себя выше в этом батле. Начал контактировать с Максоном, показывать, кто здесь главный. Что тоже очень большой плюс. Ну, финал не очень, как-то обрывисто. По мне, так Максон здесь проиграл, но дали доп. Возможно, за счет оригинального стиля Максона на фоне однообразности в плане базы Фабьена. А вот здесь он вошел максимально грамотно, спокойно, музыкально. Сразу создалось ощущение, что он в музыке. Пошел на перемещение, захватывать территорию начал. Это тоже психологический трюк, но лучше он пошел на соперника, а не к зрителям. Конец квадрата, поменялся трек, и Максон перешел с базы на концепты. Круто, чувствуется, что с треком тут он на «ты». То есть, видимо, это тот трек, который ему больше всего заходит. Наконец-то собрался, ну или разогрелся после первого выхода. И в ответ пошел против Фабьена контактировать, перетягивать одеяло на себя. И народ это чувствует, оттуда реакция. Пошла синкопа, немного с опозданием начал ее обыгрывать. Эффект, конечно, опять же не тот совсем, да? Если бы чуть раньше, но это не так-то и просто предугадать. Причем заметьте, как он закончил последние 3 секунды. Начал двигаться, импровизировать сильнее, динамичнее. Опять из-за того, что пытается вытянуть выход до последнего. Так и надо. Может решить даже последние секунды выхода. Это как в футболе в России. Круто начал. Уверен, что он и не знал, что там в треке будет. Скорее всего, повезло.
но он решил не менять подачу до самого конца, что очень правильно, так как в обратном случае могло показаться, что он просто сбился, если бы он начал меняться. Но база как была из 4-5 движений в комбинации, так и осталась. Вообще ничего не поменялось. И за весь выход один концепт в конце, который явно не перекрывает концепции Максона. Но опять же, образ есть история. По итогу, первый раунд. Фабьен. Плюсы. Образ, ритмика, общение с противником, чувство музыки и усиление подачи на конец квадрата. И, конечно же, грув. Минус. Для меня жестких минусов здесь не было. Максон. Плюсы. Концепции, сложный танец, немного актерского мастерства. Минусы. Не в музыке, пропускает логические изменения в треке, хотя это не то чтобы минус, но уж точно не плюс. Однообразная ритмика, нет общения с противником. Для меня Фабьен здесь выиграл. Не нужен был доп. Второй раунд. Фабьен. Плюсы. Образ, ритмика, чувство музыки, усиление подачи на конец квадрата. Грув. В принципе, все то же самое, что и было. Минусы. Очень однообразная база, и вообще танец не сильно поменялся. Все то же самое. Видно, что с инфой здесь беда. Максон. Плюсы. Музыкальность и по квадратам, и по сэмплам, и по концепциям. Начал вести беседу с противником, перетягивал одеяло на себя. Начал захват территорий, общался с публикой, ритмику исправил, танец концептуальный. В общем, поменялся в лучшую сторону. В итоге для меня во втором раунде выиграл Максон, и я это аргументировал. Если вы не согласны, пишите в комментарии. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Увидимся в следующий четверг на Battle Аналитике, уже 3-й выпуск. Всем спасибо, пока. Tell me just what you like. Don't hold back my